Всех приветствую на моем канале. Свитер наш потихоньку растет. Кто не знает, это мужской свитер спицами, регланом сверху с жаккардовым узором из оленей и снежинок. Это уже 4-я часть. Кто не видел предыдущие части, сюда вот в верхний правый угол экрана добавляю ссылочку. Заходите, смотрите, и в описании под видео тоже будет ссылка. В предыдущих видеоуроках мы уже многое связали. У нас уже связаны полностью регланные линии, набраны петли для подрезов и связана часть тушки, а именно вот эти вот жаккардовые снежинки. Сегодня мы продолжим работу над тушкой свитера, полностью выполним жаккардовый узор из оленей, точнее это не жаккардовый узор, а вышивка по петлям. Схема этих оленей платная, ее можно приобрести, зайдя в мой магазин на платформе Etsy. В схеме, помимо того, что будет схема самого узора, там каждая ячейка схемы будет пронумерована, в каком порядке что вышивать, чтобы у вас не получилось так: вы вышили оленя, заметили, что тут что-то пропустили, можно было зайти вышить, здесь пропустили. То есть благодаря нумерации ячеек у вас будет фактически меньше узлов, потому что не будет никаких забытых петелек. В общем, мы довяжем тушку до конца, свяжем красивую жемчужную резиночку 2 на 2 и закроем петли эластично при помощи иглы. Давайте начинать. У нас уже связана часть тушки, а именно вот эти вот жаккардовые снежинки. Дальше основной узор оленей я буду выполнять как вышивку по петлям. И сейчас я просто буду вязать еще несколько рядов синим цветом, и затем перейду на широкую полосу, которая будет вязаться белым цветом, и на ней затем буду вышивать оленей. Давайте сейчас мы довяжем нашу синюю полосу, и затем я покажу, как перейти на белый цвет. Я довязала до конца синюю полосу. Теперь будем переходить на вязание белой нитью. При этом синюю нить делайте длинный хвост. Я его оставила 1,5 метра. Им я буду вышивать затем оленей на белом фоне. То есть 1,5 метра, если я нить сверну пополам, она будет примерно 70 сантиметров и будет довольно комфортно для того, чтобы вышивать иглой. Можете оставить либо чуть короче, либо чуть длиннее, в зависимости от того, какой нитью вам комфортнее работать. Я не обрезала белую нить после вязания снежинок. Просто ее поднимаю. Вот таким образом должна быть синяя ниточка сверху на белой. Опять же, я одну петлю сниму, нить за работой. У меня опять сдвинется начало ряда. И начинаю вязать полосу из белого цвета. Дальше уже не нужно будет снимать петлю не провязанной, потому что все петли будут белыми. Я уже провязала всю часть узора. Посмотрите, закончила я такими же снежинками, только в синем цвете. Я уже приступила к вышивке, вышила зубчики белые. И сейчас я вам покажу, как выполнять вышивку на примере вот этих вот синих зубчиков. Посмотрите, когда я подсоединяла синюю нить, я опять же оставила длинный хвост, и ей мы будем выполнять вышивку. Это нам позволит избежать лишних узлов. Но я вам покажу, как начать вышивку, когда нужно брать следующую нить. Я отрезаю нить длиной 3 метра, сворачиваю ее пополам и оба хвостика вдеваю в ушко иглы. И в итоге на кончике нити у меня остается вот такая вот петелька. Эта петелька позволит нам вести вышивку без узла. Если вы вяжете свитер в одну нить, вы также отрезаете нить длиной 3 метра, вденете в ушко один только конец, у вас получится достаточно длинная нить, но вы, когда ее вставите в изделие, вы ее вытянете только наполовину, то есть на 1,5 метра, а второй хвост останется торчать. И вы сначала вышьете одним хвостом нити, а затем вернетесь и вторым хвостом нити также продолжите вышивку. И у вас тоже, благодаря такому способу, будет в 2 раза меньше узлов образовываться. Вводим иглу в основание той петли, которую будем вышивать.
Я буду вышивать вот эту вот петельку, и вот у меня нитка в ее основании. Посмотрите, у нас петля состоит из двух дужек. Я вышью сначала одну дужку, затем вторую. Выдернула нашу рабочую нить не до конца. С изнаночной стороны хвостик остался. И смотрите, я сейчас вот так вот буду оборачивать эту петельку, как бы раскрашивать ее в синий цвет. Вот таким образом мне нужно будет пройти по петле. Но сначала мне еще необходимо закрепить нашу ниточку. И поэтому я, когда вывожу иголочку на изнаночную сторону, я ее вот в этот вот хвостик продергиваю. И затем уже только вывожу на лицевую сторону. Поддергиваю. Все, у меня нить закрепилась. И вывожу рабочую нить. Посмотрите, вот мы одну дужку петли сделали синей. И сейчас в точности также будем перекрашивать вторую дужку этой петли. Я опять же вывожу иголку в основание петельки, то есть в то же самое место, откуда мы вышли. И вторую дужку петли также окрасила в синий цвет. Дальше, согласно схеме узора, вывожу иглу в основание второй петли. И также вышиваю петельку. Вот в основании у меня выходит рабочая нить. Я, получается, вот эту петельку буду вышивать и подхватываю иголкой за обе дужки вторую петлю и продергиваю рабочую нить. И все, одну дужку петли мы вышили. Теперь точно так же вводим иголку в основание этой петли, чтобы вышить вторую дужку, и одновременно переходим в основание следующей петли, которую необходимо вышить согласно схеме узора. И таким образом петелька за петелькой выполняем наш узор. Еще один момент у нас идет на стыке рядов. Мы должны его избежать и убрать перебивку узора. Вот я продолжаю вязать зубчики, и здесь у меня именно находится стык рядов. Посмотрите, я вот ввела иголку в основание петельки, и если я сейчас вышью петлю как обычно, у меня расстояние между снежинками и зубчиками изменится и станет на одну петлю больше. Чтобы этого избежать, на стыке рядов, посмотрите, я захватила как бы петлю и вывожу иголку не сюда, а в следующую петлю. И в итоге у меня получится петелька. С одной стороны она захватывает только одну дужку белой петли, а со второй стороны сразу же две дужки. В вышитом полотне этого заметно не будет. И мы избежим перебивки узора и разности в петлях между орнаментом. Видите, даже незаметно, что вот эта дужка намного длиннее. И продолжаем выполнять узор дальше. И в итоге между верхним пиком зубчика и снежинкой у нас так и останется 3 петельки. Так же, как и здесь. И дальше продолжаем выполнять вышивку, как обычно, захватывая только по одной дужке у каждой петли. Посмотрите, изнаночная сторона при вышивке выглядит намного аккуратнее, чем при жаккарде. Нету никаких протяжек, мы так и повторяем такие же зубчики.
Я уже выполнила все зубчики до конца. Дальше мы выполняем весь основной узор согласно схеме. И будем продолжать вязать уже нитью только белого цвета наш свитер до начала вывязывания резинки. Вышивание оленей гораздо более трудоемкий процесс, чем вышивание вот этих зубчиков. И прежде чем вышивать, я рекомендую отметить границы раппортов узора маркерами. Обязательно стык раппортов должен находиться по центру переда. Если вы будете покупать мою схему, то в схеме пронумерован каждый квадратик, в каком порядке их вышивать. Если у вас будет своя схема, то, пожалуйста, обратите внимание на следующие моменты. Максимально используйте при вышивании именно вот такие вот горизонтальные ряды. То есть, как мы вяжем горизонтальными рядами, так вы и должны вышивать также горизонтальными рядами. Старайтесь практически не использовать вертикальные ряды, то есть вот такие вот ряды. Вот, например, вот как здесь, вот в этом жаккарде. Раз, два, три, вот. Из 3 петель вертикальный ряд. По минимуму используйте такие ряды, потому что они выглядят более заметно, становятся слишком такими утолщенными. И, конечно, на узоре, который вы выберете, также отметьте себе циферками, какую за какой петелькой вы будете вышивать, чтобы не получилось так, допустим, вы вышили какой-то кусок узора, и у вас здесь там 3 петельки, вы не зацепили, здесь 5 петелек, здесь еще несколько. Такие разбросы просто добавят вам дополнительные хвосты на изнаночной стороне. Мы с вами при переходе вот здесь вот с синего на белый цвет оставляли хвост нити. Вот я его вдела в иголку и согласно схеме начинаем вышивать с первой ячейки. Эта нить находится как раз в начале нашего вышивания. После того, как мы вышьем первую петлю, согласно схеме, нам нужно будет сдвинуться в левую сторону. Поэтому при вышивании я иголку направляю также в левую сторону. Здесь пойдет сейчас вертикальный ряд из 2 петелек. Согласно схеме, 1 петельку нужно пропустить. Сейчас получится у меня немножко скрещенная петелька, потому что мне нужно вернуться вправо согласно схеме. Такие скрещенные петельки тоже стараемся по максимуму избегать. Ну и все, и таким образом вышиваем всех наших оленей. Я уже вышила всех оленей. Не бойтесь, что они немножко топорщатся, такие грубые. После того, как вы отпарите этот узор через ткань, олени станут красивые и аккуратные. Олень, который у нас идет на стыке рядов, я у него на туловище не делала перебивку петель, поэтому ножки оленя чуть ниже, на 1 петельку, чем соседнего. Перебивку я сделала только вот здесь, вот в рогах, чтобы уровень рогов был как и у всех остальных оленей. Давайте сейчас покажу изнаночную сторону. По изнаночной стороне количество хвостиков не критично большое, мы их потом все спрячем. А теперь давайте довяжем уже само тело нашего свитера. Нитью только белого цвета
до начала вывязывания резинки. Я провязала уже после жаккардового узора необходимую длину нашего свитера. Дальше перехожу на вязание резинки. Размер спиц я не меняю и продолжаю вязать жемчужную резиночку. Как вязать такую резиночку на моем канале уже есть видео. Ссылку я оставлю в описании. Количество петель для такой резинки должно быть кратно 5. И поэтому мне, чтобы попасть в раппорт этой резинки, придется добавить 1 петлю. Второй ряд такой резинки при круговом вязании выполняется очень просто. Мы между нашими лицевыми дорожками просто будем провязывать 3 изнаночных. Выполняем 2 лицевые. И следующие 3 петли вяжем изнаночными. Сначала за заднюю стенку, затем за переднюю. Петли не должны потому что быть скрещенными при провязывании. И лицевая дорожка. Ну и таким образом вяжем уже на необходимую высоту резинки, чередуя 2 ряда. Я уже выполнила 8 сантиметров резинки. Посмотрите, последний ряд, как я закончила между лицевыми дорожками. У меня идет изнаночная, лицевая, изнаночная. И теперь все петли я буду закрывать иглой методом назад иголкой. Как выполняется такое закрывание петель, на моем канале уже есть видеоурок. Ссылка у вас сейчас в верхнем правом углу экрана, и в описании под видео я тоже ее добавлю. Все петельки закрыты, смотрятся они очень аккуратно. Край имитирует наборный. В следующей части мы продолжим работу над рукавами. Я вам покажу, как красиво поднять петли у подреза, чтобы не было никаких отверстий. И самое главное, как рассчитать убавление в рукаве. Это универсальная формула, она подойдет абсолютно для любого свитера, хоть женского, хоть мужского. На этом у меня все. Не забывайте поставить лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выпуски следующие по этому свитеру. Обязательно пишите в комментариях свое мнение, мне будет очень интересно его узнать. До скорых встреч, всем пока-пока!